Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Как вы думаете, что можно сделать из воздушного баллона от автомобиля ЗИЛ, так называемого ресивера, и контейнера для стерилизации медицинских инструментов? Есть у меня одна идея, и я собираюсь воплотить ее в жизнь. Даже не помню уже, откуда у меня все это добро. Стерилизатором я какое-то время пользовался как коптильней, и мне стоило больших трудов его отмыть от копоти и въевшегося жира, накопленного за много лет, а ресивер просто валялся и ржавел. Но настало его время, и я приступаю к раскройке и распилу. Для начала отрежу один край от ресивера. Так-то он еще в хорошем состоянии, ржавчины не так много, я думал, будет хуже. Вот так кто-то, видимо, ремонтировал отверстие, просто вкрутив болт и заварив его. Нормально. Теперь нужно отрезать полосу повдоль шириной примерно 20 сантиметров. Вот я ее отрезал, и теперь мне ее нужно перевернуть и таким образом приварить на то же место. Но для начала нужно избавиться от старой краски и всей этой ржавчины. Для удаления краски я использую вот такую смывку гель ProFlex. Это ни в коем случае не реклама, просто я ей пользуюсь уже давно, и это очень хорошая смывка. Вот считай, минуты 2 назад намазал, а она уже шубой стала. Счищается вздутая краска простым шпателем и металлической щеткой в труднодоступных местах. Вот такая красотень получилась. Ржавчину, конечно, пришлось счищать с помощью болгарки с металлической щеткой. Оставила она, конечно, конкретные кратеры, но это внутренняя часть, ей она и останется. Так, ну что, сначала прихватим эту детальку, вот так, наоборот. Позже обварю ее по всем швам. В этой части также нужно вырезать полоску шириной 50 мм. Сюда будет вставляться металлический профиль 50 на 50. Вот так это все будет выглядеть. Обвариваю все швы между профильной трубой и стенками ресивера. Из разных кусков листового металла толщиной 2 мм сварил вот такие стенки. И их я приварю вот таким образом с двух сторон. И поверх также приварю пластины металла. Вот такая конструкция получается. Эти куски металла тоже будут приварены. Далее мне понадобится небольшой кусок профильной трубы 50 на 50, гвоздь, пружина, кусочек 2-мм металлической пластинки и 2 шайбочки. Собрав все это воедино, получается вот такое поддувальце.
Это поддувальце я приварю к металлической пластине, предварительно вырезав в ней отверстие под него. Она будет закрывать квадратное отверстие. Помните деталь, которую я отпилил первой? У нее я отрезал один край и сравнял его при помощи металлической пластинки. Она будет закрывать круглое отверстие. Эти створки должны как-то открываться, поэтому из этих металлических заготовок и гвоздя делаю для них петли. Готово. Параллельно избавляюсь от остатков краски. Получается какой-то паровоз с дровяной топкой в нижней части и духовкой в верхней части. Створка духовки фиксируется защелкой, а вовнутрь может спокойно поместиться мой стерилизатор из нержавейки, который будет играть роль жаровни. Любой ее элемент можно использовать как посуду для приготовления. Покрасил я ее термокраской черного цвета. На электрозаклепке прикрепил ручки, купленные в хозяйственном магазине. Одну в верхней части для удобства переноски, а вторую к створке духовки, предварительно укоротив ее. Также сделал защелку, она же ручка для дверцы топки. Не обращайте внимания на ее поношенный вид, просто эти кадры я снимал уже после нескольких выездов на природу и соответственно ее эксплуатации. Все необходимое помещается у нее внутри. Это 3 ножки, позволяющие установить ее на любой поверхности. Труба для лучшей тяги и сама жаровня. Ножки сделаны из тонкостенных металлических трубок. Вставляются они в специальные крепления по бокам и сзади. Труба плотно вставляется сзади в дымоход, позволяя улучшить тягу. Ну а теперь в путь к полевым испытаниям. На дно жаровни ложим специальный коврик для запекания, предотвращающий пригорание продуктов. Кстати, на дне стерилизатора по краю идет выемка, из-за которой между его дном и поверхностью топки образуется зазор примерно 4 мм, что также препятствует подгоранию приготавливаемого блюда. Дальше выкладываем картошку, сверху морковь, раскладываем репчатый лук, добавим немного растительного масла, а сверху закроем все маринованным мясом. В топку укладываем подготовленные дрова и поджигаем их. Ждем, когда полевая духовка разогреется и можно ставить жаровню, не забывая поддерживать огонь и температуру, регулируя их при помощи поддувала. Спустя 40 минут блюдо готово.
Если его периодически помешивать, то оно будет зажаристым. Ну все, нам приятного аппетита, а вам спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!